of Spider-Man. Эндрю Рассел Гарфилд – англо-американский актер, продюсер и режиссер, любитель драматического жанра и историй из реальной жизни, способный перевоплотиться из мастера драматургии в комичного супергероя, ставший известным широкой публике сначала благодаря своей роли в фильме «Социальная сеть» и других драмах, а чуть позже, конечно же, благодаря воплощению на экранах версии Человека-паука от киностудии Sony. А о том, какой путь пришлось пройти актеру, мы сегодня и поговорим. В этом видео вы узнаете, почему Гарфилд отказался от спортивной карьеры в пользу актерской, как ему удалось стать звездой Бродвея в 20 лет, как именно Тоби Магуайру удалось вдохновить Эндрю, почему роль Человека-паука досталась именно Гарфилду, почему студии пришлось отменить все запланированные проекты после 2 фильмов о Пауке, как впоследствии Гарфилд стал одним из 100 величайших актеров и что его ждет дальше. Родился Эндрю 20 августа 1983 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Его мать Лин была англичанкой из Великобритании, а отец Ричард был родом из Калифорнии. Бабушка и дедушка по отцовской линии также были из Великобритании, куда, собственно, Эндрю вместе с родителями и братом и переехали, когда ему было еще 3 года. А поселились они в графстве Суррей, в небольшом городке под названием Эпсом, где у родителей Гарфилда было небольшое предприятие по дизайну интерьера. Но бизнес не пошел, и позже его мать работала помощником воспитателя в детском саду, а отец стал главным тренером в школе плавания. Поэтому в детстве Эндрю был сначала заинтересован больше спортом, а именно плаванием, не подумывая о выступлениях на сцене и уж тем более в кино. Старший брат Гарфилда, Бен, выбрал профессию доктора, а сам Эндрю, сменив в детстве 2 школы, думал сначала о спортивной карьере, а потом начал раздумывать о карьере бизнесмена. Но выбор стал очевиден после перехода в Королевскую школу драмы и ораторского искусства. Впервые Эндрю выступил на сцене, когда ему было 9 лет, появившись в театральной постановке «Багси Малоун». Стоит отметить, что карьера Эндрю шла очень планомерно, от театра и сериального формата к большому кино. Началось все в 2004 году, когда он закончил факультет драмы и ораторского искусства, после чего начал принимать участие в более серьезных и сложных театральных постановках, среди которых было даже выступление в лондонском театре Сохо, благодаря которому Эндрю сразу же обратил на себя внимание публики, получив еще несколько приглашений на роли, за которые вскоре был награжден титулом выдающегося новичка. Годом позже Эндрю попутно с театром решил освоить и сериальный формат, совершив свой дебют на телеэкранах в эпизодических ролях в сериалах «Сладкие чувства» и «Доктор Кто». Еще спустя 2 года, в 2007-м, Гарфилд пошел дальше и принял участие в съемке полнометражной картины «Львы для ягнят», где на съемочной площадке познакомился с Томом Крузом. В том же году Эндрю удостоился уже главной роли в английской драме «Мальчик А». Удивительно, но за первую же главную роль в фильме Эндрю получил награду BAFTA как лучший актер. And the BAFTA goes to Andrew Garfield. В 2008 году получил роль в драме «Еще одна из рода Болейн» с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Однако сцены с Эндрю до больших экранов так и не дошли, оставшись лишь в неизданной режиссерской версии картины, после чего он исполнил роль члена труппы бродячего цирка в последней картине с участием Хита Леджера «Воображариум доктора Парнаса». Разнообразие жанров и картин с участием Гарфилда продолжилось и в 2009 году в триллере «Кровавый округ 1974», где Эндрю исполнил роль корреспондента газеты, который расследует зверские убийства в городе. Фильм был хорошо принят как публикой, так и критиками, которые отмечали то, как создателям удалось передать на экранах гнетущую атмосферу британского детектива, ну и, конечно же, игру молодого Гарфилда. Отправной точкой настоящего успеха для Эндрю стал 2010 год, начав с роли друга, а потом и врага Марка Цукерберга в фильме, рассказывающем историю создания Facebook «Социальная сеть». Готовь адвокатов, сволочь! Потому что я заберу не 30%, я заберу у тебя всю компанию! Фильм стал крайне успешным, собрав в мировом прокате 225 миллионов при бюджете в 50 и получив кучу положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. А потом фильм начали забрасывать всевозможными номинациями, и впоследствии ему удалось забрать аж 4 золотых глобуса и 3 статуэтки Оскара. Когда я с тобой рядом, Шон, я таким крутым выгляжу. Затем была роль в британской драме «Не отпускай меня», за которую Эндрю снова получил награду как лучший актер, на этот раз второго плана, и номинацию на премию «Сатурн». В том же году Гарфилд принял участие в еще одной драме, на этот раз короткометражного формата под названием «Я здесь», которая была оценена ничуть не хуже предыдущих картин.
Комиксами Эндрю был заинтересован еще в детстве, до театральной карьеры. А в начале 2000-х, посмотрев Человека-паука от Сэма Рэйми, Гарфилд был просто в восторге от игры Тоби Магуайра. И уже тогда начал грезить мечтами о том, что в будущем, если вдруг у него появится шанс исполнить роль Человека-паука, он точно его не упустит. Именно благодаря роли в социальной сети Гарфилд и был замечен студией Sony, которая в то время активно начала искать актера для ремейка Человека-паука. Эндрю получил приглашение на пробы, который вскоре успешно прошел, и студия сообщила ему по телефону о том, что он новый Человек-паук. После чего, как рассказывал в одном из интервью сам Гарфилд, он расплакался, а затем напился. К роли Питера Паркера Эндрю подошел основательно, проводя по 7 часов интенсивных тренировок на протяжении 5 месяцев. Фильм вышел на экраны летом 2012 года, и тогда фанаты разделились на два лагеря. Одни считали ребут хуже трилогии Сэма Рэйми, называя картину бездушной и недоумевая, на что ушел немалый бюджет 230 миллионов. Другие же по достоинству оценили творение Марка Уэбба, и особенно игру Гарфилда, которому удалось передать и драматическую, и комичную сторону Паркера. Слушай, отвень по-хорошему. Это нож. Понял? Это что, нож? Да, это нож. Только не это, я боюсь ножей. Тогда отпусти. Господи, только не нож. А, ты повелся. Такой взрослый, а все в Что сказки это верит. за дрянь? К счастью, тех, кому фильм понравился, оказалось больше. И картина собрала в прокате 757 миллионов, а Эндрю получил гонорар в 500 тысяч и подписал со студией контракт на участие сразу в нескольких картинах. Помимо роли своей мечты, фильм о Человеке-пауке подарил Эндрю и его первые звездные отношения с актрисой Эммой Стоун, которые завязались во время съемок первого фильма. Эндрю сделал предложение актрисе в 2014 году. Однако до свадьбы дело так и не дошло, и пара рассталась в 2015-м, ссылаясь на нехватку времени из-за плотного графика у обоих актеров. Однако пара осталась друзьями и позже еще много раз попадалась вместе на публике. Кстати, тогда во время пресс-тура первого фильма о Человеке-пауке Эндрю посещал Москву вместе с Эммой Стоун. Я думаю, что именно после этого интервью они станут самыми знаменитыми актерами Голливуда. Особенно Эмма. Однако, получив роль супергероя и став настоящей звездой, Эндрю не потерял своей любви к сцене. Так, в том же году Эндрю принял участие в постановке «Смерть камевояжера», за которую получил номинацию на премию Тони. 4 февраля 2013 года Марк Уэбб объявил в своем твиттер-аккаунте о старте съемочного процесса сиквела Человека-паука, который получил подзаголовок «Высокое напряжение», в котором, конечно же, на главную роль вернулся Гарфилд. На этот раз ему предстояло противостоять не менее культовому злодею из серии комиксов «Электро» в исполнении Джейми Фокса. Ну что, сдаешься? В прокат фильм вышел в апреле 2014 года, и получился он не хуже и не лучше первой части, получив все те же спорные отзывы как от фанатов, так и от критиков, но тем не менее собрав в мировом прокате 700 миллионов при чуть меньшем бюджете в 200. А почему у тебя лицо такое грязное? Грязная? Да, А, да, я чистил дымоход. у нас нет дымохода. Правда? Первоначально компания Sony планировала дополнять франшизу с Гарфилдом как минимум 2 фильмами и еще несколькими спин-оффами, в том числе фильмами с участием Венома и Зловещей Шестерки. Но все изменилось в 2015 году, когда Sony и Marvel заключили соглашение о совместном пользовании правами на создание фильмов о Человеке-пауке и его последующую интеграцию в киновселенную Marvel. Все пропало. У меня ничего нет, кроме Человека-паука. В свете этого будущие проекты серии «Новый Человек-паук» были отменены, и студии передали титул Паука следующему актеру в лице Тома Холланда. You're ridiculous. I'm not. Который дебютировал на экранах в 2016 году в фильме «Первый мститель. Противостояние». Позже в интервью Эндрю не раз рассказывал о том, что был ужасно расстроен отменой его киновселенной, и что с радостью готов вернуться к роли, если появится такая возможность, так как персонажа он поистине любит и готов сниматься еще в куче проектов, связанных с Человеком-пауком. Я люблю вас. Спасибо.
Но потеряв роль Питера Паркера, Эндрю на достигнутом не остановился и активно продолжил как свою актерскую, так и сценическую карьеру. После небольшого перерыва в 2015 году он вернулся к привычному для себя формату, снявшись в драме, основанной на реальных событиях «99 домов», где Эндрю исполнил главную роль строителя, почти потерявшего все. Но новым этапом в жизни Эндрю стал 16-й год и военная драма по соображениям совести, также основанная на реальных событиях. Выйдя в прокат, фильм получил ошеломительный успех сначала среди критиков, после показа на Венецианском кинофестивале, где картина удостоилась 10-минутных оваций в премьерный вечер. Затем картина была также высоко оценена и зрителями. Фильм собрал в мировом прокате 200 миллионов при бюджете в 40, а затем вошел в топ-200 лучших фильмов за все время и забрал 2 статуэтки Оскара. А Эндрю вновь забросали различными номинациями за лучшую мужскую роль. Господи, молю тебя, дай мне спасти еще одного. Дай спасти еще одного. В том же году была еще одна непростая роль в фильме «Молчание», для роли в котором Гарфилду пришлось бросить 18 килограмм, для того, чтобы воплотить на экранах роль мученика. Однако, несмотря на положительные отзывы, свой бюджет картине отбить так и не удалось. Ровно так же, как и следующая драма 2017 года «Дыши для нас». Попутно снимаясь в драматических картинах, Эндрю не забывал и о своей сценической карьере, периодически участвуя в различных постановках. Так, в 2018 году Гарфилд получил еще одну награду Тони за участие в бродвейской постановке «Ангела в Америке». Далее, пытаясь отойти от драматического формата, последовали экспериментальные картины с комедийным уклоном, как «Под Сильвер Лейк» 2018 года и «Мейнстрим» 2020. Но обе картины получились достаточно сомнительными, как по сборам, так и по оценкам со стороны зрителей и критиков. Обычная высота кольца 3 метра. У меня 2,10. А почему у меня маленький член? Хэштег «Будь собой». Мое послание миру. Будь собой. И В 2021 году вышла очередная драма, основанная на реальных событиях «Глаза Тэмми Фейн», где у Эндрю была одна из главных ролей. На этот раз мнение о картине у критиков и публики разошлось. Публике картина особо-то не зашла, однако критики были просто в восторге. Фильм получил кучу всевозможных номинаций и в 2022 году смог забрать 2 статуэтки «Оскар» за лучшую женскую роль и лучший грим. Ну а игру Гарфилда также не обошли стороной. Однако свою награду он получил уже в следующем фильме того же года, которым стал драматический мюзикл-комедия «Тик-так-бум» от Netflix. На этот раз фильм оценили по достоинству как критики, так и зрители, подарив картине номинацию на лучший фильм. А Эндрю на этот раз помимо номинаций получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. После выхода первого же трейлера третьей части сольного фильма Человека-паука, на этот раз уже в рамках киновселенной Marvel с Томом Холландом в главной роли, начало появляться все больше слухов о том, что студия планирует задействовать в картине не только всех предыдущих злодеев дружелюбного соседа, но и прошлые версии пауков в лице Тоби Магуайра и, конечно же, Эндрю Гарфилда. Кто ты такой? Я Питер Паркер. Это неправда. Актер держался до последнего и во всех своих интервью на вопросы о своем возвращении отвечал, что понятия не имеет, о чем идет речь, но в то же время говорил, что был бы очень рад принять участие в картине, но, к сожалению, студия ему не звонила. То, о чем говорят люди, просто офигенная идея, но мне никто не звонил. Понимаете? Выйдя в прокат, мы, конечно же, увидели легендарное возвращение Эндрю к роли его жизни спустя аж 10 лет. Позже в интервью актер рассказывал, что ему было ужасно стыдно врать всем вокруг и даже своим друзьям о том, что он не имеет никакого отношения к «Нет пути домой», говоря, что он не вернется в роли паука. Думаю, все прекрасно помнят о том, что картина получила колоссальный успех, собрав в мировом прокате около 2 миллиардов. А паук Тоби, как и Эндрю, получил новую любовь в сердцах фанатов, которые 10 лет назад так и не могли определиться, нравится ли им паук в исполнении Эндрю. Однако, вернувшись, он перманентно обрел культовый статус, и фанаты начали строчить статьи о том, что студии стоит серьезно задуматься над продолжением ленты с участием Гарфилда. Начали припоминать и то, что в далеком прошлом планировалось завершить трилогию Эндрю, и фанаты с радостью бы увидели такое кино. Но с тех обсуждений прошло уже 3 года, и как с паучком Тоби, после «Нет пути домой» Эндрю в рамках киновселенной мы до сих пор больше не встречали. Что касается самого Гарфилда, то он в всевозможных интервью
интервью по сей день рассказывает о том, как жалеет, что ему не удалось завершить историю своего героя в кино, что он горит этой ролью и готов к любым предложениям от студии, лишь бы еще раз воплотить роль Паука на экранах. Карьера Эндрю продолжилась в 2022 году на стриминговом сервисе Hulu, где состоялась премьера мини-сериала «Под знаменем небес», в котором Эндрю сыграл роль детектива Джеба Пайри. За эту работу Гарфилд был впервые номинирован на премию Эмми в категории «Лучшая мужская роль», а потом получил еще одну номинацию «Золотой глобус». Если вы отвернулись от Отца Небесного, уверен, что к утру криминалисты докажут вашу вину. Уверяю вас в этом. А еще в том же году Эндрю вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time. На 95-й церемонии премии «Оскар» Гарфилд в паре с британской актрисой Флоренс Пью вручал награды победителям номинаций «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший адаптированный сценарий». Публика была просто в восторге от дуэта. И чуть позже пара была утверждена на главной роли в фильме Джона Кроули «Время жить», съемки которого начались в апреле того же года. А вышел фильм в прокат в этом году, сразу же получив огромную популярность. На момент записи видео фильм все еще идет в прокате, так что по сборам пока информации нет. Но вот что касается отзывов, тут у фильма все в порядке. Ведь и зрители, и критики в один голос хвалят как сюжет фильма, так и актерский дуэт Эндрю и Флоренс Пью. Так что думаю, со сборами у фильма точно проблем не будет. Грядущими картинами с участием Эндрю является фильм «Путешественники» и «Франкенштейн» от Гильермо дель Торо. Приятно видеть, что участие в картине о Человеке-пауке хоть и сыграло большую роль в жизни Гарфилда, но в то же время он к этой роли не прирос. И его уж точно нельзя назвать актером одной роли. Ведь актер уже сотни раз доказал всем свой талант и то, что его карьера никак не зависит от амплуа супергероя и массовых блокбастеров. Но тем не менее, фанаты все еще ждут завершения его арки героя на больших экранах. А вот вопрос, увидим ли мы это заключение, так и витает в воздухе по сей день. Новую волну хайпа теории фанатов получили после анонса 4-го сольного фильма о Пауке в рамках киновселенной Марвел, потому как заявляется, что 4-й фильм, так же как и 3-й, скорее всего станет очередным мультивселенским кроссовером. И студия, скорее всего, захочет повторить кассовый успех «Нет пути домой» и вновь затащить в картину 3 версии Человека-паука, а может и больше. Что касается самого Эндрю, то в интервью он также подогревает интерес фанатов, говоря о том, что он по сей день не прочь вновь исполнить роль Паука. Ну а вернется ли Гарфилд еще раз в роли Паука, узнаем мы, скорее всего, лишь после выхода фильма в 2026 году. Ну а у меня на этом все. Пишите свое мнение о видео, подписывайтесь и ставьте лайки, если оно вам понравилось. Это поможет его продвижению. Также можете подписаться на мои соцсети по ссылке в описании, чтобы следить за новостями кино и заранее знать о выходе новых видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.